Всем привет! В этом видео будем собирать, а главное посмотрим, как выглядит потолок с интересным дизайном. А именно, гипсокартонный короб с двухсторонней подсветкой. Меня многие спрашивают, какого размера вообще делать эти короба, так чтобы смотрелось красиво. Какой высоты подсветка должна быть. Если этот короб отдельно от стены, то какой просвет должен быть и так далее. Вот на этом потолке мы все это и посмотрим. В данном дизайне ширина короба равна 40 см. Отступ от стены тоже 40 см. Высота подсветки 10 см. 4 см просвет и 6 бортик. Глубина подсветки 7,5 см. На этом потолке у нас будет 3 линии освещения. То есть внутренняя часть короба, внешняя часть короба и еще одна линия будет по периметру стены. Но она не из гипсокартона сделана. Моя работа заключается в изготовлении гипсокартонной конструкции, а всем остальным будут заниматься другие наши унитеховские мастера. Кстати, кому интересно, заходите на наш фирменный канал в YouTube Унитех МД или на страничку в Фейсбуке, также Унитех МД. Это просто море полезной информации по дизайну интерьера. Ну а теперь начнем с самого начала. Нам нужно зонировать помещение и сделать фундамент для нашего красивого потолка. Для этого разделим большой зал и небольшой коридорчик декоративным фальш-ригелем. А в зале соберем ровный гипсокартонный потолок, максимально близко к бетону. Так мы уберем гофры и сделаем идеальную ровную поверхность для дальнейшей работы. Как собирается ровный потолок, мы уже показывали несколько раз, поэтому пропустим этот момент для экономии времени. Перед разметкой удобнее, чтобы отделочники закрыли швы. Затем проставляем необходимые отметки и отбиваем линии для направляющих профилей. Отбиваем все сразу потолочные периметры и прикручиваем на них направляющие. Еще на этапе ровного потолка мы определили точки, где у нас выйдут провода для подсветки. Попали внутрь коробов, как раз туда, куда надо. Вообще собирать такие короба, одинаковые по модулю, по размеру, несложно. То есть отрезаются полоски одинаковые гипсокартона, одинаковые длины CD-шки, перемычки. И затем все это просто собирается аккуратно в одну конструкцию. Тут главная точность. После того, как все потолочные периметры прикручены, можно приступать к сборке, собственно, самих коробов. Собираем их по нашей технологии методом вшитого каркаса. То есть сначала прикручиваем полоску гипсокартона высотой больше на пару сантиметров, чем нужно. Размечаем ее линиями, а затем вшиваем изнутри каркас. То есть вертикальные перемычки и нижний горизонтальный профиль. После того, как все будет скручено, лишний гипсокартон отрезается. Собрали два противоположных бортика и дальше продолжаем по той же технологии. То есть сначала картон, потом каркас. Совсем не обязательно прикручивать сразу все гипсокартонные бортики. Это затрудняет разметку и установку угловых вертикальных перемычек. Лучше всего собирать или последовательно, пристыковывать одну к другой, или делать противоположные стороны. Вот так выглядит почти готовый каркас потолочного короба. То есть мы установили боковинки, осталось вставить нижние перемычки из CD-шек. Благодаря этим перемычкам мы зафиксируем нижние края короба на одинаковом расстоянии друг от друга.
и к этим же перемычкам прикручивается впоследствии гипсокартон. CD-шки ставим на расстоянии примерно 40 см. То есть с таким расчетом, что на них будут стыковаться полоски гипсокартона длиной 1,20 м с заводскими краями. Плюс к этому стык между двумя полосками не должен быть продолжением края подсветки. После того, как каркас короба будет готов полностью, отделочникам необходимо зашпаклевать примыкание короба и потолка, потому что впоследствии этот угол окажется внутри подсветки, и вывести его ровно будет очень проблематично. После того, как будет выполнена шпаклевка внутренней части подсветки, можно собирать и устанавливать сами полки, на которые будет ложиться RGB-лента. Внешние стыковки этих полок мы выполняем под 45 градусов, а внутренние стыковки можно сделать под углом 90 градусов, то есть просто профиля примыкают один к другому. Полки имеют простую конструкцию. Это обычная CD-шка, и на ней шагом 30 см расположены скобы, тоже из CD-шки. Скобы шириной примерно 3-4 см. И на эти скобы закручивается полоска гипсокартона. Таким образом получается готовая полка. Вот так выглядит почти собранная подсветка. И хотя у нас CD-шки находятся снаружи короба, саморезы, которыми они крепятся, вкручиваются изнутри. То есть сквозь УД-шку и сквозь гипсокартон саморез притягивает CD-шку к боковой части короба. Саморезы расположены шагом примерно 20 см. Такая конструкция подсветки обеспечивает нам, во-первых, удобную поверхность внутри для установки RGB-ленты или контейнера, а во-вторых, повышенную безопасность. То есть вот это гипсокартонное дно, оно скрывает в себе и острые края профиля, и торчащие саморезы. То есть у вас нет возможности пораниться при электромонтажных работах или, например, уборке. Каркас у нас готов, и теперь можно обшивать нижнюю часть короба. Нарезаем полоски гипсокартона длиной 1,20 м. Это нужно для того, чтобы у нас были в основном стыковки с заводскими краями. Прикручиваем все и срезаем лишнее. А вот это как раз та самая разбежка швов, про которую я говорил раньше. То есть стык двух полосок гипсокартона не является продолжением края подсветки. Ну и заодно не забываем выводить провода в нужных точках. После того, как закрутили все дно, все подрезали, подточили, можно приступать к обшивке боковой части подсветки. В нашем случае высота торцевых полосок должна быть на полсантиметра выше, чем толщина полки. Здесь все просто. Закручиваем и отдаем отделке. Моя работа по гипсокартону закончилась, поэтому дальше буду комментировать то, что было сделано нашими отделочниками. Они закрыли швы, зашпаклевали саморезы и установили уголки. Теперь готовят все до покраски. Конечно, такая красота за один подход не делается, нужно несколько этапов работы. Но совсем скоро эта поверхность будет доведена до финишного состояния. Кстати, в этом довольно большом помещении потолочный короб с двусторонней подсветкой – это не единственный свет. У нас есть еще один декоративный элемент, в который закладывается лента. Это П-образный короб из полистирола.
Он клеится по всему периметру комнаты на уровень нижней границы ригеля. Благодаря тому, что он так низко расположен, свет от него очень хорошо расходится. Причем включает этот свет отдельно от потолка. К стене этот полистирол приклеивается на обычный клей, а между собой они склеиваются, стыки, на специальный состав, который очень твердый и не дает трещин. После приклеивания по всему периметру и подгонки углов, этот полистирольный багет, можно его так назвать, проходит ту же самую подготовку, что и все остальные поверхности под покраску. То есть грунтуется, шпаклюется и шлифуется. Ну а дальше вы можете увидеть, как выглядит потолок в этом дизайне после первого слоя краски и с включенной подсветкой. Комментировать там больше нечего, все понятно и без слов. Поэтому всем пока, спасибо за внимание.